Добрый день, друзья! Как дела? My name is Natalie. Welcome to Natalie Practical Russian. In this video, I want to show you the famous place called Dacha. You know, Russian people spend summer in the countryside, and now I'm already in the countryside. So I want to share with you my emotions about Dacha. And I have free material for you. If you don't know, scroll down, click on the link below, and I'll send to you my free material, okay? Now, let's get started. Я приехала к друзьям на дачу. Дача – это такое место, где обычно отдыхают русские люди. Дача – место, где люди проводят свои выходные летом. Обычные дачи выглядят вот так. Это деревянный домик. И сегодня я покажу вам дачу моих друзей. Это ворота. Заходим. Я думаю, надо закрыть. Я на территории дачи. Да? Здесь есть дрова. Люди колят дрова, потому что ночью может быть холодно, и поэтому дом лучше обогревать. Да? Тогда в доме тепло. Это тоже небольшое строение, небольшой домик. Это сарай, где люди хранят разные нужные, ненужные вещи, не знаю. Здесь еще одно место, где лежат дрова, и на них такая... Это фанера, да, это от крыши. Часть крыши защищает от дождя. Если идет дождь, дерево рябина, красные ягодки, вы видите, и это деревянный забор. Здесь территория заканчивается, да, поэтому идем дальше. Дача – это летний домик, где люди отдыхают. Дачи появились много лет назад, еще при Петре Первом. У приближенных к Петру Первому были дачные дома, это были усадьбы. И потом в советское время люди начали активно выращивать овощи и начали заниматься садоводничеством и огородничеством. И поэтому в советское время было постановление, и людям начали давать участки. Да, дача – это земельный участок. И в советское время людям давали участок 600-800 квадратных метров. Это 6-8 соток. Да, и люди могли выращивать овощи. Здесь есть небольшие грядки. Я могу показать вам. Грядки, люди выращивают зелень, картофель, огурцы, помидоры. И есть цветы. Да? Территория, где растут цветы. И одну секунду, проблемы с проводом. И я хочу показать вам сам дом. Вот он, обычный деревянный дом, ничего особенного, зеленого цвета. Так, здесь цветочки. Это ведра с водой, чтобы поливать цветы, огород. И где люди берут воду на даче. Есть колодец. И это колодец. Это колодец. Чуть позже я покажу вам и расскажу. Там есть ведро, веревка и колодец, где люди берут воду. Из колодца люди набирают воду. Это домик на даче. Раньше дачные дома, они обычно деревянные, сейчас, конечно, современные коттеджи часто каменные, кирпичные, но старые дачи, у них резные окна, есть небольшой сарай, а это сарай. Здесь есть раковина,
Вот такой умывальник. Там есть вода. Если нажимать, будет вода. Настоящая русская дача. Деревянный дом, 2 этажа. Занавеска от насекомых, комаров. Заходим. Дверь, да, дверь закрывается на замок. Вот такая атмосфера. Обычно русские люди хранят на даче все. Это такое место для хранения. Есть старая газовая плита, посуда, шкафчик для посуды. Это веник. Старые люстры еще с времен Советского Союза. Обычно люди хранят разные банки. Это все старая посуда. Есть даже самовар. Это хлебница для хлеба. Но здесь, да, печенье. Холодильник. Еще одна раковина в доме. Да, еще раз покажу. Вода. Туда наливается вода. Это чан с водой. И есть где-то ковшик. Комната. Как всегда, ковер на стене для тепла. Да? Тогда в комнате теплее, если есть ковер. И с этой стороны тоже ковер. Старые покрывала, старый телевизор, часы без кукушки. Да. И в этом доме есть 2-й этаж. Я хочу идти на 2-й этаж. Такая крутая лестница, довольно узкая. Хочу показать вам балкончик. Это терраса на 2-м этаже. Здесь кровать, цветы. И окна открываются. Окна обычно деревянные. И это комната на 2-м этаже. Старые кровати, еще я знаю, такие кровати стоят в больницах. Может быть, сейчас есть новые кровати в больницах тоже, но я думаю, остались в разных регионах России такие кровати еще есть, еще остались. Здесь есть труба, да, чтобы обогревать дом. Это дом на лето. Есть камин. Идем обратно вниз. Еще хотела показать вам туалет. Обычно туалет находится не в доме, а отдельно на улице. Это небольшое деревянное строение. И на этом участке, земельном участке, туалет это вот такое интересной формы строение. Деревянный туалет, довольно современный. Там просто дырка. Обычно люди роют яму, большую яму, используют как туалет несколько лет и потом закапывают эту яму. Если я все правильно рассказываю. У меня нет дачи. Так получилось, что в моей семье нет дачи. Но когда я была маленькая, я часто ездила в деревню. Моя бабушка и дедушка жили в деревне на юге России. И я часто проводила лето в деревне. У них были домашние животные, курицы, свиньи, кролики. И также у них был огород, они выращивали овощи, арбузы, кукурузу, клубнику, картошку, конечно.
И они жили в этом доме много лет, да, и зимой, и летом. В деревне люди живут постоянно, а на даче люди не живут зимой. Люди приезжают на дачу летом и проводят теплое время года на даче. Этим отличается дача от деревни. И деревня — это такой населенный пункт. Да? Я думала, деревня от слова дерево, потому что дома деревянные, но на самом деле нет. Деревня с какого-то языка, я не помню, переводится как двор. Да? Деревня — это двор. Ну, это населенный пункт, где живут люди. Ну, я любила ездить в деревню. У меня есть разные воспоминания о деревне, но я ездила туда только когда была маленькая. Когда я уже училась в школе, я перестала ездить. Да. Ну, я помню приятные моменты, когда я гуляла, бегала в деревне, когда я была в деревне. Хорошо. Моя подруга набирает воду в колодце. Как успехи? Целое ведро. Давай, тащи. Целое, полное, неважно. Надо быть сильной и крутить. Какая молодец. Накрутила целое ведро. Мы пойдем сходим на речку. Эмалированный таз, тазики. Лестница наверх, чтобы подниматься на крышу дома. Хорошо на природе. Да, хорошо на природе. Я иду за тобой. Желтые деревянные окна и висит тюль. Я бегу на речку. Здесь совсем рядом речка. И там есть пирс. Мы будем сидеть на пирсе и болтать ногами. Проблемы? Перепутала. Кого? Река. Люди на лодке. Они рыбачат. У них рыбалка. Вон уточка плавает. Деревянный пирс был сделан своими руками. Летают насекомые. Тишина, природа. А вы любите природу? И, может быть, видно далеко тоже дачные дома. Да, деревянные, зеленые. Не знаю. Это максимум. Привет. Бэкстейдж со съемки. Отлично. Здесь, кстати, очень хороший свет на тебя. Тебе сейчас сделаю фото и покажу. Утка занимается своими делами. У нее вечерний ритуал. Ты куда плывешь? Привет. Будем дружить? Моя подруга сказала, они домашние. Они здесь знают хозяев. Да, потому что люди кормят их здесь. В выходные люди приезжают на дачу, ходят на пирс, отдыхают и кормят уток. Обычно у дома есть два входа-выхода. Да, с одной стороны парадный вход, и это вход с другой стороны, выход к реке. Это как задний вход. Кирпичи лежат, и там яма, там река, подмыта рекой. Территория, стоит розовая лейка и розовый тазик.
И люди на даче обычно делают шашлыки, жарят мясо, это шашлыки, и вообще, да, люди приезжают в выходные на дачу, чтобы отдыхать. Или делать что-то своими руками, выращивать овощи, не знаю, пилить дрова, ухаживать и отдыхать на природе, да, дышать свежим воздухом, потому что здесь такие красивые сосны, лес, вокруг лес, красота. Мы вышли за территорию, и мы находимся недалеко от города, поэтому здесь есть обычные дачи, обычные деревянные домики, и есть коттеджи, такие уже новые, каменные, кирпичные. Ты тоже можешь говорить, потому что у меня микрофон здесь, и будет слышно. Конечно. Хорошо. А мы пойдем до пляжа? Здесь есть пляж. Да. Ты будешь купаться? Совсем нет. Сейчас холодно. Уже вечер и холодно. Сейчас Морковка. лето. Август. В августе в России не очень жарко. Вон дом. И это уже не типичная дача. Это уже больше коттедж, я думаю. У людей, если у людей есть деньги, они, не знаю, строят новый дом или они делают лучше, улучшают деревянный дом. Но я сомневаюсь. Улучшают участок. И еще один дом. Еще один дом. И те домики тоже очень симпатичные. Но они деревянные, желтые, зеленые домики. Нам туда, да? Мы идем на пляж. I hope it was interesting video. If you have any questions, ask me in the comment section, okay? And my free material, don't put it off. Click on the link and get my free book, okay? Удачи, хорошего дня. Увидимся. Пока-пока.